Первое воскресенье, я помню, что когда я пришел к Стелле, когда все это увидел, у меня была одна мысль: а что мы будем делать здесь долго? Ну, то есть вот пройдет час, что мы будем делать через час? 2 часа пройдет, что мы через 2 часа будем делать? Ну, а я 10-го, получается, сел, а 16-го вышел. И вот этих вот неделю, когда самые бурные события происходили, женские протесты, я не видел. Когда я готовился к фильму и разговаривал с работниками ЖЭСа, вот с этими малярами, спрашивал, где что, как там, кто пишет, они шепотом мне говорили, что однажды там где-то кто-то написал, там, долой Лукашенко. И это было такое, типа, вот где-то там кто-то, когда-то, это легенда. И вот я когда ехал из Жодина по мосту около завода шампанских вин, я увидел Лукашенко в отставку с восклицательным знаком, и я прям... Вот эта стихийная история, проходит час невероятной жары, и тут же и вода в любом количестве, и помощь, и самоорганизация на высочайшем уровне. Когда я еще садился, выходить с бело-червоно-белым флагом было, запрещено, нельзя и страшно. А тут все в флагах, все в надписях, Лукашенко в отставку. Я реально просто был в таком, шоке. Типа, так можно? То есть я реально не мог поверить своим глазам. Очень важный для меня момент другой эстетики. То есть вот ты просто прям видишь, что да елки-палки, вот с моей стороны вот все люди красивые, а с другой стороны все люди некрасивые. То есть как так? Я видел более резкие высказывания. Видно, что это, реально крик души. То есть это не какой-то там стрит-арт-художник или какой-то концептуальный вандалист, а это у кого-то было что-то под рукой, он берет и пишет. Молодые архитекторы сделали огромный моток белой ткани, да, когда он входит в этот подземный переход и поднимается с другой стороны, и просто да, елки, белая ткань. Казалось бы, тут у нас и красный тебе орнамент, и зеленая полоса, и красная ткань. То есть, натяни, как говорится, на эстетический барабан. Вот. Но не получается. А тут белой ткани рулон работает. Вот. Причем работает и архитектурно работает. То есть я представляю, как это сверху все выглядит. Работники ЖЭСа и коммунальная служба, они, им сказали, они делают. То есть они остались верны себе. Другое дело, что, конечно, раньше никто не мог представить даже, что будут уголовные статьи заводиться. Вот в этой истории насилия одна из важных сторон становится это рискованность акции и опасность. То есть рискованная акция – классно. Это, конечно, рождает еще кучу всяких мемов, когда там с огнеметом на стенах выжигают погоню, или там люди пытаются закрашивать, а краска сползает, потому что уже тоже партизанские методики какие-то там применяют художники. Но это стало, конечно, всеобъемлющим. Вот эти первые 2 дня просто чудовищных вещей, чудовищного насилия. И, конечно, на них ответом была хорошая история, это «Моя камера». Сам я эту акцию не видел, только видел на фотографиях. По-моему, это одна из сильнейших вещей. Художник должен идти впереди, да, то есть художник прокладывает этот путь новой эстетики, да. И так должно было бы быть.
в идеале. Но тут получилась такая история, что не художники проложили этот путь. Ну, часто угадывается вот сейчас «Живи Беларусь» и БЧБ. Это прям, ну, можно делать отдельную книгу, наверное, только вот с этими прямоугольниками и квадратами, которые закрашивают. И я думаю, что и ситуация, она такая есть. То есть оно есть, просто оно там замазано какой-то серой краской. Там, не знаю, пройдет дождь, краска у них, как и все, что они делают, она только для вида, поэтому это все смоется, сотрется. Такая была волна, что она захлестнула все, и соревноваться с этой волной по креативности или какой-то глубине, это вообще бессмысленно. Я в это время существовал как гражданский активист, да, то есть я полностью выключился как художник, я не могу такие вещи переваривать быстро. Можно либо до сделать что-то успеть, да, либо уже сильно после. Да. Есть люди, которые не замечают, как культура связана с нынешней ситуацией политической, как она связана с властью. И многие думают, что как бы это два параллельных мира. Но есть люди, для которых вот эта вот эстетическая нерешенность, она первоочередная. На районе здесь есть одна стена, на которой я вот, не знаю, уже полгода наблюдаю борьбу идеологий. Там постоянно кто-то пишет, кто-то закрашивает, кто-то пишет, кто-то закрашивает. Я даже думаю, что это не один человек какой-то пишет, а разные, потому что там разные послания с разной манерой. Поэтому, ну, есть где-то там эти подпольщики, которые не сдаются. Этим летом появилась немножко другая история, что нас призвали, давайте будем ответственны. Давайте будем, ребята, давайте будем более ответственны. Потому что именно наша безответственность и позволяет существовать всему этому говну. Не спить, не стримать, страдауняй литовской погони. Не разбить, не спить, не стримать. Я такой человек, что я не буду терпеть, потому что если мне плохо, я ухожу. Я буду там, где мне хорошо, там, где я могу петь спокойно. Поэтому так и было с Большим театром. Чого все почалося? Ми ж випустили відео. Ну, гэта матывам было таким вось простым. То, што Храланчука забрали на Пашу. І неяк так, що трэба нешта выказаць сваё стаўленне. Мы запісалі відэа, і потым мы ж ініцыянавалі, здаецца, збор з кіраўніцтвам. Кіраўніцтва паглядзела на сітуацыю ў краіне так жа, як і мы. Мы зразумелі, што так, все, мы в адной лодцы, і тады ж з'явілася гэта ідэя абараняць аднаго, то бок звольніць любога актора, мы ўсе сыходзім. Ну, калі па палітычным матыву. Звольніць дырэктара, што хутчэй за ўсё, мы таксама сыходзім. Гэта было такое, на беразе мы дамовіліся, і вось літаральна праз 2 дні ўжо ўсё папала, што звольнілі. Ну, гэта не ён нас кудысьці павёў, а мы такія, як з дудачкай, за ім пайшлі. Просто было. Ну, мы все разом абралі гэты шлях. Ну, жалко, конечно, что мы не такие, как Купалс. Ну, оперники, балетники никогда не были такой прям единой семьей.
Как они между собой просто опера и балет. Все. Это любым выпадку твой выбор. Ты павінен быць адказны за то, што можа быць не быць грошай, можа там ты не ведаеш, што ты губляеш працу, ты губляеш сцэну, ісці на гэта. Усё роўна працаваў момант, што шмат людзей, але кожны выбраў гэты шлях, Паўл таксама выбраў гэты шлях. І часам пытаецца у нас, як там іншыя тэатры, іншыя акторы. Паўсюль вельмі по-рознаму і вельмі паўсюль складана. Просто гайки закрутили настолько, и тем более после слов художественного руководителя о том, что да вы никто, ну извините, как можно вообще оставаться в театре? Тэатр гэта не сцены. Вось это мы самі зразумелі, ўжо пашлі паўсюль казаць гэта такія. Тэатр гэта не сцены. Ну гэта насамрэч, гэта не сцены. І вось эта думка, якая прыйшла, што і Беларусь гэта не папера, там те самае вось это абрыс і бусел пролетае. Гэта не. Гэта вось это ілюзія, які тут жывуць. Так почему вы не спите? Так, успокойте своих детей. Дети бегают, уроки не учат, историю Беларуси. Дети поспали? Нет, этот молодой дерзкий человек говорит 26 лет. Это какой-то провокатор, ладно. Вы, пожалуйста... Вы следите за ним? Да. Кто здесь главный? Да, хорошо. Чтобы потом поставить на карандаш. Яшчэ калісь толькі з'явіліся, гэта было такое адчуванне вендетты у мяне было. Ну, прычым не канкрэтным чыноўнікам, вось канкрэтным, вось там, ён. А гэтай усе сістэме кончанай. Таму што яна, па сутнасці, не чалавецкая. Гэта якія механізмы, вось калі мы пашлі з зімы проста накідваць нейкія рэплікі, мы самі пашлі разумець, як усё працуе. Што гэтыя людзі, якія ў гэтай сістэме ўнутры, яны гавораць не па-чалавецку. Яны табе кажуць такія канструкцыі, які немагчыма зразумець. Яны абсолютно отрываны от рэчаіснасці, абсолютно. И вот тут тоже в телефонах, все в телефонах. Мы же вышли с вами на диалог. Так давайте вести его на равных. Любой вопрос, задавайте. Мы смело, а то потом будете говорить, что мы не хотим говорить. Видите, острый Сергей, вопрос, острый Сергей вопрос. у них даже вопроса нет, все. Нету, не готовы. Да. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Перелистнем эту страницу. Успрыманне рэчаіснасці у іх адрублена. Яны жывуць у нейкім сваім свеце. У гэтым свеце існуюць толькі падстаўныя персанажы. Вось этот персонажы, чыноўнікі стаяць, да іх падыходзіць моладзь. Гэта моладзь. Мы даем параду, моладзь кажа: дакладна, трэба зрабіць. Яны ідуць, есть дрэнны, есть хуліганы, есть БЧБшнікі, якія ў сутарэннях збіраюцца, сатаністы. Вось. Это такі штучны свет. Это вельмі цікава. То, что может, то и делает. Я могу петь, я пою. Я могу петь и говорить при этом еще правду, я это делаю. Поэтому все начинается с каждого из нас, с каждого белоруса. Мне насамрэч падаецца, што зараз такая адбываецца в тому сусвеце, в Беларусі, можа ў Расіі, як быццам змена просто не то што пакаленняў, а просто сусвет, нейкі свет уже які аджыў, ён ёсць новы, ён уже нарадзіўся, яму ўжо трэба ўсё даваць жыццё, а гэта стары як быццам трымаецца, але ён ўсё там ужо у мінулым, яго няма. Гэта... Ой. По поводу песен, вы же знаете, что это тоже мощный такой эгрегор. Это просто какая-то магия. И наши предки об этом знали. Они же всегда, например, когда там работали в поле, они пели всегда, да? Почему они пели? Потому что песня вообще творит чудеса, и музыка творит чудеса. Тут ручаи, як рушники, и также девки у караводе. Подмазали стаи руки, ячмень расте и жито родить. Гудуть лесы, поли гудять, невычерпанное богатие. Но просто рай не даст не взять, як зовется. Это счастье.
Ну, мне вось это падабаецца, дарэчы, это шчучыншчына наша. Люблю. Как только начались вот дворовые концерты, как только стали приглашать музыкантов, и поступило первое предложение нам, ну вообще, как только дворовой движ начался, сразу мы согласились. 13 концертов мы в Минске сделали. Был концерт на балконе в одном квартале. Мы на втором или на третьем этаже играли. А зрители были внизу, там человек 600 собралось с разных дворов. Ну, у них вообще серьезная была техника безопасности. У них были с рациями люди, которые смотрели по периметру, стояли. Если кто-то приезжает, какие-то милицейские машины, они сразу давали сигнал. Они закрыли пожарный вход, чтобы никто не смог подняться к нам на балкон. Ну и в целом там была квартира, куда мы чуть что могли спрятаться. Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, соотечественник мой не брат. А потом стали задерживать музыкантов, задержали Пашу Ракеляна, задержали Текинданга Андруся. Понятно, что уже стал такой прессинг, и вообще людей, которые просто, даже без музыки выходили во дворы, стали задерживать, разгонять и так далее. Поняли, что уже как-то не получится во дворах нам выступать. Ясно, што музыкаў запрашалі больш, але сталі і паэты ў паэтак, і прытым на такія клёвыя двары, і людзі слухалі. Прынамсі не цікава, што тут такое адбываецца, што вось некая такая паэтка, і вось яна чытае верш, што гэта штосьці важнае, так? Вы засыпалі солью нашай не забудзем, але гэта соль з нашых слёз. Яна апячэ вам вочы, ад яе ў вас адсохнуць рукі, а мы ўсё адно не забудзем. Нас мільён, і ўсе мы прыносім кветкі. У пярэднім шэрагу сядзелі дарослыя жанчыны, і вось і яны плакалі. Яны наўпрост плакалі, выціралі слёзы і казалі: «Спасибо, спасибо вам». І, я нават цяпер плачу. Проста такога ніколі не было. Мы сделали пару концертов не во дворах, а вот как бы в закрытых помещениях. Вот в Сеннице был один концерт, тоже там серьезно, то есть уже понимали все, что зверствует ОМОН. Вот прошел этот хорошо концерт, и мы согласились на этот концерт в Смолевичах. То есть там тоже закрытое помещение, как бы техника безопасности, все дела. Но тут не сработало это так. Трошкі сябе адчула рок-зоркай, калі я выйшла з сутак, і аказалася, што тут проста мае вершы посцілі, рэпосцілі. Але гэта сумна, што трэба было сесці ў турму. Люди стали очень ценить свое.
большой группе людей хочется, чтобы что-то объединяло. Вот этот протест, когда он в активной форме был, мы показали себя как очень креативная нация. Як толькі я трапіла ў гэтую всю сітуацыю, я вырашыла для сябе, што окей, я сюды трапіла, я пісьменніца. Я мушу гэта запісаць, я мушу гэта перадаць. І мяне асеніла, што я не павінна расказваць гэта ўсё адна. Што ў мяне ёсць проста гістарычная магчымасць знайсці людзей, которые былі там са мной, у розных кропках, у розных часава-прасторавых гэтых кропках. Яны мне могуць таксама расказаць сваю гісторыю. І я магу іхняю гісторыю ўключыць сваю гісторыю. Мне не трэба баяцца, што я схлусіла дзесьці, таму што насамрэч у мяне было такое, што калі я схлусіла, што калі я не дагаварыла. Альбо я занадта, можа быць, драматычна штосьці, да, там, дзе гэтага не было. А дзесьці я там пажартавала, ці перавяла ў жарт, дзе гэтага не варта было рабіць. І вот это такая адказнасць. І тут я разумею, што я магу гэту адказнасць раздзяліць з іншымі, і гэта будзе значна круцей для нас усіх. Мне радостно, что и у РСП есть такая песня, которая не всех объединяет, но, допустим, песня «Ощущения не те». Просто уже на каком-то дворовом концерте говоришь, как ощущения, они все кричат сразу, ощущения не те. Она коротенькая, легко запомнить слова. Хотя бы вот это ощущение не те, все могут запомнить. Я ўжо працую над гэтай кнігай, ёсць ужо назва з гэтага верша, который я напісала там «Зняволенні». Калі гэта атрымаць, то мне падаецца, это будзе вельмі важная кніга. Идея с плакатом, она, наверное, была вот одной из этих желаний показать абсурдность, ничего не говоря, просто молча что-то сделать, и все поймут. Все находятся в одном состоянии, и не нужно как-то рассказывать всем об этом состоянии. Все в нем и так изначально находятся. Очень многие белорусы столкнулись с статьей 23-34, которая подразумевает одиночный пикет, который приравнивается к массовому мероприятию, что изначально просто какой-то абсурд, который не укладывается в голове. И, конечно же, то, что за него идет такая ответственность в форме суток или штрафа, это, конечно, абсурд. Вся акция, это была скорее такая намек на претензию к законодательству. Я не думала, что меня будут трогать. Это, наверное, такая моя наивность, то, что мне ничего не сделают, что это все безопасно, потому что ты ничего не делаешь. Но при этом то, что, например, женщина начала выхватывать, я не сразу даже сообразила, что это женщина, я не сразу сообразила вообще, что происходит. Просто вот меня там что-то потянули, я, конечно, испугалась, у меня просто ступор был.
Ну и сразу же там крики какие-то начались. То есть все эти действия, они превратились в какой-то шум, балаган, не знаю, просто какой-то шум, который такой на фон ушел. И я помню, что я просто ничего, у меня в голове пусто, мне страшно, я хочу выйти, но а что я могу сделать? И когда этот парень развернул флаг, я видела по реакции тех людей, кто стоял передо мной, что там что-то такое происходит, что я вообразить себе не могу. Идея этого проекта появилась, наверное, в сентябре, когда случился первый случай самоподжога в Беларуси, в стране, где люди вообще не привыкли настолько радикально проявлять свои чувства и эмоции. И мне очень интересовало вот это чувство, когда ты с утра просыпаешься условно, читаешь новости, тебе становится очень плохо от этих новостей, ты становишься злым, раздраженным, ты не знаешь, куда деть этот гнев, ты не знаешь, куда деть чувство несправедливости, которое сжирает, ты не понимаешь, как вообще такое возможно. И именно вот это переживание меня достаточно сильно беспокоило, потому что о нем нигде не говорили, и мне казалось, что это достаточно тяжелая тема, почему-то о которой никто не говорит. Наверное, потому что в тот момент общие какие-то глобальные вопросы были намного важнее, потому что это было состояние, такое еще очень оголенное. Этот портрет, он олицетворяет нашу общность и каждого из нас в этом портрете. А огонь олицетворяет ту боль, которую каждый из нас переживал, переживает и какое-то время еще будет, судя по всему, переживать, с которой многие не знают, что делать. Вот эти чувства беспомощности, бессилия перед огромной государственной машиной, которая, ты как маленький человек стоишь перед каким-то титаном, с которым ты готов уже драться, потому что у тебя не осталось больше сил на терпение. И этот огонь, он олицетворяет то, каким образом эти чувства изнутри тебя сжигают условно. Такой цифровой памятник тому, насколько небезопасно находиться в Беларуси даже в интернет-среде, где ты за свой пост в Инстаграме можешь залететь на 15 суток, хотя в нем просто есть изображение человека в толпе. Я знаю, что было точно 3 акции, которые повторили. Мне очень сложно определять вот эту акцию как что-то мое, потому что это не совсем такое персональное творчество, это просто как часть течения, часть творчества народного такого. Мне очень понравились комментарии, где люди видят своих знакомых в этом лице. Я, честно говоря, был абсолютно поражен сексизму в обществе и расизму, потому что было гигантское количество комментариев, где люди обращали внимание на цвет кожи, на цвет волос, на цвет глаз, на разрез глаз, не признавая в этом белоруса или белоруску. Было много споров о том, кто это все-таки, мужчина или женщина. Для людей это очень принципиальная позиция оказалась. Как все-таки какие-то вещи в обществе, они недвижимы даже под внешней какой-то угрозой, которая должна сплотить их. Все равно остаются какие-то очень базовые, важные для людей вещи, которые они не могут перешагнуть, переступить через себя.
уличная живопись, граффити, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Вот сейчас давайте выйдем на улицу и поищем граффити. Хотя бы одну. Поищем хотя бы одну наклейку, которую еще не сорвали. Попробуем разобраться, а где у нас в последний раз нормально выставлялись наши артисты так, чтобы это было важно и значимо. Я думаю, что ответ будет неутешительным. Искусство как таковое нужно маленькому количеству людей. А вот когда это выходит на улицу, когда появляется слоган, когда появляется флажочек, наклейкой, БЧБ какой-то и так далее, на машине, на стене, на этом, то это уже претензия на владение пространством, и на это власть реагирует. Вот народ проснулся и пошел стены расписывать. Ах, как это здорово. Ну, во-первых, вопрос, что там от искусства в этих стенных росписях. Потому что вот эта наивная инициатива, она потому и наивная, и потому и дилетантская, что она озабочена прежде всего плеском эмоций, а не чистотой формы или завершенностью, не знаю, композиционной. Мне кажется, когда мы говорим про новое, не новое, хорошее, нехорошее, мы забываем, что искусство — это не про объекты и не про мастерство, а про смыслы. Вот, например, в XIX веке появляется идея это «l'art pour l'art» — искусство ради искусства. Насколько ты оригинальный, настолько ты и классный. Вот как бы, ну, если очень упрощенно. В этой парадигме кажется, что нужно придумывать что-то свое. А с другой стороны, ну, почему мы решили, что к политическому искусству, к партизанскому искусству это относится? Речь все равно в первую очередь про смыслы, которые объединяют людей, и про значимость для них тех или иных объектов. Народ просто достал, народ устал, народ был не согласен, народ шалел абсолютно от того, что происходит, и это была реакция прежде всего политическая. Это была реакция прежде всего не культурная, а именно гражданская. Понятно, что гражданский активизм с эстетической точки зрения оценивает смешно и нелепо. Это не та игра. Белорусский политический плакат, вот этот вот протестный, он очень текстоцентричен, он часто смешной, и, в принципе, он претендует на художественность, как какая-то частушка или однострочная шутка, какой-то такой панч. И для меня очень важно, что в этой ситуации такого социального ступора, социального штопора, такого мощного, очень социального клэша, практически бесполезными и немыми оказались все наши прежние герои, в том числе герои альтернативы. Мое любимое вообще, ну, это, мне кажется, сокровище, даже специально погуглил, думал, это где-нибудь заимствовали, сами придумали. Ну, погуглил так поверхностно, но мне кажется, что разведка доложила, что Саша Чепушила — это просто... Это лучшее, что было создано гением народным. Вот. То есть сам драматизм, сама острота, сама глубина переживания трагизма, я бы сказал, нашей ситуации, она настолько остра просто у обыкновенного человека, что ему, на мой взгляд, абсолютно пофиг, что об этом думают наши блестящие авторы. Хотя рядом идут такие же почти хокку-подобные, однострочные, как ощущения, например, которые чудесно все это качали.
И это все переходило и в художественную форму, уже в изобразительную форму, потому что, например, огромный билет в Гаагу, который носили по улицам, это было прекрасно сделано, это было очень смешно. Когда поет хор прям в торговом центре. Это же как у апостолов, как у ранних христиан. Место на торговой площади, где как раз и находятся все, вот там внезапно, опа, только в сердце тревожным потле. Мне кажется, что любое такое потрясение большое, оно вызывает сначала первый всплеск, прям пена какая-то сверху, первое событие, где пока это может быть мимолетным, очень эмоциональным, не очень рафинированным по форме и, соответственно, заточенным на первичное осмысление. Потом какой-то провал, когда мы там думаем, осмысляем, и потом, хоп, у нас уже появляются более сложные, более такие настроенные на вечность, более рефлексивные, рефлексирующие произведения искусства. В частности, можно привести примеры какие-нибудь, типа вот начала XIX века, восстание в Испании против наполеоновских войн. Есть какая-то реакция журналистов, есть какие-то зарисовки, есть какие-то графические работы, но потом проходит несколько лет, и тогда уже Гойя создает свой вот великий, вечный диптих, соответственно, восстание на Пуэрто-дель-Соль и расстрел повстанцев. Да? То есть ему нужно время на то, чтобы осмыслить и потом уже сделать. Вы знаете, я прекрасно понимаю, что есть такие вещи, как дистанция для рефлексии, что должно что-то отстояться, должно пройти какое-то время, да? Но я абсолютно понимаю это на уровне схемы, совершенно не согласен с этим как рядовой юзер искусства. Черт, нам страшно, нам трудно, нам одиноко. Где вы, клоуны? Придите, устройте нам что-нибудь, покажите нам что-нибудь, дайте нам коды, дайте нам ключи к реальности, помогите нам выдержать в это все. Вот мне кажется, что мы, по идее, сейчас должны находиться на этапе, когда уже происходит создание произведений рефлексирующих, глубже рефлексирующих и более содержательных. Когда вы раскачиваете красной краской полицейские дубинки, это не помогает. Когда вы заворачиваете зеленый микрофон в колючую проволоку, это не помогает. Вы бы нам еще лужу крови принесли бы и сказали бы, вот, это искусство. У нас же, получается, как есть всплеск плакатов, иллюстраций и так далее, есть штрих-пунктир Цеслера, который как машина, прям горячие пирожки печет, чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Но это тоже скорее журналистика. Даже не журналистика, а это публицистика такая художественная. Вот. Ну а теперь уже начинают рождаться какие-то более сложные вещи. А потом я сам себе говорю, а почему ты решил, что тебя кто-то должен спасать? Почему ты решил, что искусство тебя лечит? Черт возьми, искусство не до этого. Искусство – это шокер. Да? Вот тебе шокер. Искусство – это, я не знаю, лейкопластырь. Вот тебе залепи царапину. Вряд ли можно быть до конца уверенным, что постоянный оптимизм – это единственное, чем может интеллектуал послужить обществу. То есть, если один Мартинович сказал, что все будет плохо, культура умерла, так далее, и революция не произойдет, и мы не победим, и прочее, то почему эти его слова, например, весят больше, чем слова Ганны Северинец, которая говорит, да все будет хорошо, да все будет добро, все мы переможем, и так далее. Когда разваливаются прежние конвенции, прежние отношения эстетические,
Это ведь означает, что нужно резкое обновление словаря. Нужно резкое обновление каких-то базовых принципов существования. Нужны новые мотивации. Вот это, мне кажется, очень важная мысль. У нас сейчас все красивое политично, все красивое опасно для государства. Красивые люди однозначно за махары. Красивые районы, да, с красивой архитектурой, с вниманием к среде, к качеству среды, населены врагами государства. Красивые песни, красивые картины, поэзия, все красивое враждебно государству. Искусство, в конечном счете, оно ведь ничего не обещает. А когда оно обещает, оно врет. Вообще, мне кажется, что искусство как бы бесполезная штука. Но при этой бесполезности оно нужно. Иногда вот нужны бесполезные вещи. Ну, это же в утилитарном смысле, а вы что? Ну, что это такое? Ну, если ты посмотрел спектакль, зачем? Тебе что с этого? У тебя денег прибавилось или что? Или какие-то ты навыки приобрел? Я понимаю, если ты сходил на лекцию, это да. Ты что-то узнал там. Как разбирать моторы. Вот, я умею, все, я этим могу заработать. В этом утилитарный смысл есть. А концерт? Что с этого? Как ни странно, вот эта бесполезность, она очень, она раскрывает в нас людей. Меня больше всего в этом интересует именно вот этот порыв и массовость. Вот это вот желание быть индивидуальностью, оно размывается, и есть желание просто вкладывать и быть частью. Люди начинают креативить, действительно, люди начинают соревноваться. Для меня это еще такие вот признаки надежды, что все-таки будет хорошо. Искусство, как по мне, вообще должно учить людей состраданию. Вот то, чего сейчас нам не хватало, а сейчас я вижу, как люди научились сочувствовать друг другу, сопереживать, поддерживать. Когда люди стали самоорганизовываться, не государство помогает, а мы друг другу помогаем. Я сколько себя помню, всегда в Беларуси нельзя было... ты мог заниматься любым творчеством, если твое творчество не касается политической или социальной какой-то среды. И это все равно никого не останавливало, люди все равно занимались творчеством, занимаются и будут заниматься, потому что это жизненно необходимый процесс. И в данном случае, да, скрутили гайки, вода камень точит, искусство станет тоньше, оно будет более извилистое, будет более... Оно будет искать те формы, которые силовики не понимают. И особенно, когда в такие тяжелые моменты, что объединяет нас? Объединяет музыка и наша родная музыка, наша родная мова, так само, наша бедная. Культура, образование, и история. Вот и все. Ты на вот этой базе и должен строить, а не на базе квадратного метра или батона колбасы. То есть вот когда на этой базе будет все строиться, тогда и будет история, будет какая-то история перспективная. Конфетно-букетный период наш рефлексивный, он уже скончился, можно сказать, или все студовно, или просто... Зараз праца. Я думаю, что еще самое главное произведение на счет нашей движухи, революции, борьбы 20-го года, 20-21, еще только должны быть созданы. История искусств говорит нам, что вот так, что это занимает время.